Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Прежде чем мы рассмотрим очередной агрогороскоп на апрель 2022 года, мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, хотим всем пожелать здравия, мира и добра, а также напомнить, что мы с вами приемники божественной любви и передатчики божественной любви всему сущему в земле и на земле. От нашего света божественной любви зависит сейчас мир на всей планете. Этот свет пробудит большое количество человечества, которое увидит всю правду творящихся событий на Земле. Сегодня у нас агрогороскоп цветовода на апрель 2022 года. Цветы – это красота, которая делает наши души и сердца добрее. И в апреле как раз начинают цвести множество растений, посылая свой свет, частичку божественной любви в каждое сердце человека. Мы сегодня рассмотрим важные дела, важные агроприемы с цветочными растениями в апреле 2022 года. Начинается наш агрогороскоп с 1 апреля в знаке Овен. А это день новолуния, поэтому и 1, и 2 в знаке Овен просто-напросто можно подготовиться к важным делам, которые уже можно будет выполнять 3 после 10 часов утра в знаке Телец. Телец – это любитель, покровитель всего красивого, здорового и плодородного. Поэтому мы вот этот период новолуния и дней черной луны ничего не делаем с посевами, с растениями, только готовим. А 3 после 10 что мы можем сделать? Посев цветов, семян цветов на рассаду. Высаживать луковичные цветы. Кстати, можно и на рассаду, а также уже высаживать и в открытый грунт. Очень хорошо в это время делать посадку отводков декоративных растений, те, которые вьются. Замечательно получается. Ну и, естественно, любые черенки, то ли это комнатные растения, то ли подготовленные заранее, они очень хорошо в тельце укореняются. И вот смотрите, мы это делаем 3 после 10 часов и 4 все 24 часа. Более подробно мы об этих днях, о солнечном календаре, о лунном календаре уже рассказывали по этим знакам, поэтому здесь более кратко, и мы расскажем дальше, что еще можно в этот день делать, в этот период, когда Луна находится в знаке Телец, и это уже растущая Луна. Мы также можем те растения, которые были посеяны или же были посажены, укоренены, можем проводить пикировку, перевалку, пересадку рассады цветов. Можем проводить поливы и подкормки. Да, напоминаю, кто-то спрашивал, как там с георгинами. Да, как раз хорошее время уже устанавливать георгины на укоренение и получать вот эти череночки, и затем размножать черенками вот это прекрасное растение. Вот в тельце можно же уже, если готовы черенки хризантем, можно их нарезать, тоже укоренять. Если уже какие-то другие цветы тоже выращиваете и хотите размножить с помощью черенков, вот это время, растущая Луна в Тельце, замечательное время апреля для этих работ. Видите, очень много дел, но за 2 дня можно их сделать. Затем, если что-то не успеете, а вот это что-то запишите, вы можете продолжить работать, спланировать заранее, что-то сделать важное, что можно делать в Тельце. А вот близнецы, следующий период, это 5 и 6, потому что 7 у нас тоже период в знаке Близнецы, но здесь Луна без курса 6 часов 17 минут утра до 18:30, до перехода в следующий знак, в знак Рак. Поэтому в Близнецах можно уже после 7 часов утра 5, 6 все 24 часа можно высаживать хризантемы. Если они у вас, растения эти есть, в горшках хранились, можете их пересаживать. Если кто-то еще
это северные регионы, не занесли еще из подвала, выносите и начинайте работать с хризантемами. Но не поливайте. Всегда после того, когда вы переносите из темноты, из холодного места в теплое, всегда давайте возможность нескольких дней для того, чтобы растение адаптировалось, проснулось. Ну а затем уже в знаке рак вы будете поливать. Что здесь можно еще сделать? Это актуально для теплых регионов. Высаживать саженцы хризантем, уже закаленных, взрослых, это обычно маточные кусты. Также саженцы роз, корневичные многолетники различные. Кстати, можно и делить многолетники и рассаживать в близнецах, это хорошо пройдет. Можно сеять семена в открытый грунт цветов, это тоже хорошее время. Можно высаживать луковичные цветы, близнецы их любят, покровительствуют, а также убирать цветники, защищать от вредителей, если это растения в теплице или же на подоконнике растут. Не забывайте, от вредителей защищайте, делайте профилактические обработки. Это то, что можно сделать в близнецах. Далее у нас время знака стихии воды. Растущая луна в знаке рак переходит в знак рак 18:31 7 апреля, 8 апреля. Прошу внимательно снова же сделать себе пометку, потому что 9 тоже, казалось бы, знак рак, и можно что-то делать. Это время перехода Луны с первой во вторую фазу, стрессовые ситуации. Маленькое новолуние или полнолуние. Скорее всего, это полнолуние, потому что растения очень плохо реагируют на различные события в своей жизни. Поэтому вы смотрите, что можно делать из этого периода в знаке рак. Это можно делать после 19 часов уже 7. Посевы на рассаду семян цветочных растений, можно это делать. А если у вас уже готова рассада и уже просится для пикировки, пожалуйста, пикируйте, пересаживайте, перевалку проводите рассады, перевалку комнатных цветочных растений, просто комнатные, без цветения, любые растения пересаживайте. Все это хорошо получится. И не забывайте, что в это время очень хорошо проводить поливы и подкормки. Но более подробный агрогороскоп поливов и подкормок будет в ближайшие дни. На апрель месяц мы это готовим уже. Ну, идем дальше, потому что 10-го Луна уже перейдет из знака рак в Лев и будет находиться здесь с 7 часов утра, 10-го, 11-го все 24 часа и 12-го. Но 12-го Луна без курса с 13 часов 19 минут до перехода Луны в знак Дева в 17:09. Что можно делать во Льве? Это актуально, вот такие работы: подготовка почвы цветника, закрытие влаги, убираете, кстати, там, где север, уже можно полностью раскрывать теплолюбивые растения. Видите, это технические работы, во Льве ничего не пересаживаем, не высаживаем. Это время не подходит для таких важных агроприемов для цветочных растений. Зато вечером уже 12 апреля после 17, а лучше после 18 часов. Кстати, время киевское в апреле, оно соответствует московскому. Поэтому смотрите, вечером или же лучше уже весь день, все сутки 13 апреля, что можно делать? Так как Дева покровительствует луковичным цветам и не только, всем цветам, она очень любит цветы, различные декоративные цветочные растения, можно высаживать луковичные цветы, саженцы цветочных и декоративных растений, всех абсолютно. В Деве прекрасно черенкуются и укореняются черенки любых цветочных декоративных растений. Используйте этот период. А также в это время можно провести посевы семян цветочных растений в открытый грунт. Это будет очень хороший тоже период. И вот это можно делать будет, кстати, и 14-го, но постарайтесь 14-го. Луна у нас будет до 21 часа 13 минут спящая, Луна без курса. Ну и начинается сожженный путь полнолуния с 21 часа 55 минут.
Поэтому все работы постарайтесь провести до 16 часов, 17 часов, в крайнем случае до 18 часов, для того, чтобы вот эти энергии, именно продуктивные энергии Девы использовать в полную меру. Что еще здесь можно делать? А также пикировать можно, пересаживать, перевалку делать рассады цветочных растений, только цветочных растений или декоративных. Затем наступает такой очень важный период, период отдыха и растений, и человека. Это время сожженного пути полнолуния. И это время будет у нас в весах 15, 16, ну и 17 Луна уже перейдет в знак Скорпион. И здесь будет находиться и 18 до 21 часа 55 минут. Это сожженный путь полнолуния. Снова же я делаю расчеты, это границы, поэтому не старайтесь эти границы соблюдать. Чем больше вы отступите от границ, тем лучше, тем продуктивнее время работы с растениями. Напоминаю еще раз, не нужно вот это ждать 10 часов, там, 5 минут и в 10 часов 6 минут начинать какие-то работы. Будьте, пожалуйста, внимательны. Выбираем продуктивное время. Продолжаем вот наш агрогороскоп для цветов, для цветоводов. 19 Луна перейдет из знака Скорпион в знак Стрелец. И вот смотрите, здесь она уже будет с 5 часов 18 минут. Но снова же, уже в световой день давайте 3-4 часа запаса. Тем более так рано, дождитесь солнышка, хорошей погоды. И затем можно высаживать в Стрельце. Это время как раз для посадки вьющихся растений. Эти растения не формируют большую корневую систему, поднимаются вверх своими лианами, поэтому можно высаживать саженцы плетистых роз, а также декоративных лиан вот в это время Стрельца. Это можно будет сделать 19, а также 20 можно посеять семена цветов, плетущихся вверх. Тоже очень хорошее время. Ну а вечером уже, вернее поздно ночью, уже Луна без курса начинается. И затем на следующий день Луна перейдет из знака Стрелец в знак Козерог в 6:53. Но снова же это не значит, что уже 6:53 вы должны что-то уже сеять или высаживать. 21-го в Козероге что можно делать? Это хорошее время для нарезки черенков и укоренения черенков цветочных растений. А также отводки делайте декоративных растений, цветочных растений. Кстати, в это время очень хорошо мы использовали это время для плетистых роз. Тоже отводки прикапывали в это время. Прекрасно получается в Козероге. А также в это время можно высаживать саженцы цветочных декоративных растений, если они у вас есть. И вот так это мы делаем 21-го. Уже когда солнышко нагреет, хорошее настроение, солнечное такое. И 22-го все 24 часа можно эти работы выполнять. А 23-го, вот смотрите, какой сложный будет день. Это знак, во-первых, в знак переходит Луна Водолей в 9:18. И здесь переход Луны из 3-й в 4-ю фазу. А это значит, что к 14:56 нужно плюс-минус 12 часов. Короче, сутки у нас 23-го выпадают. Да и ничего страшного, потому что это Водолей. А Водолей только технические работы, хозяйственные приветствуются. Здесь, кстати, 24-го тоже Водолей. Водолей, если вы имеете или создали новый сорт цветов, пожалуйста, высевайте и увидите, как этот сорт себя покажет в работе. Ну и не забывайте, нужно убирать цветники, закрывать влагу, подготавливать почву. Это все можно делать вот эти технические дни в знак Водолей. И вот эти работы можно продолжить, даже Луна без курса для хозяйственных работ. Это можно все делать и приветствуется 25 также апреля. А уже после 14 часов уже Луна перейдет в знак Рыбы. И здесь в Рыбах 25 после 14, 26 все 24 часа, а также 27 апреля здесь будет находиться Луна
в знаке рыбы, и что мы здесь можем делать. У меня такая к вам просьба. Лучше всего 25 и 26 заняться работой с рассадой цвету. Проводите пикировку, пересадку, перевалку, даже посадку цветочных растений. Но это все рассадные растения. Не надо высаживать в это время ни луковичные, ни делить растения. Это знак рыбы. Вот. А что можно делать? Закрывайте влагу почвы. Если у вас в апреле обычно сильный ветер, и нужно сохранять почву, убирайте цветники. Готовьте к посадке рассады, которая уже будет в мае месяце, очень активная. Ну вот 27-го луна будет без курса 16:38 и до вечера, затем 19:11 перейдет в знак Овен. Это все время уже для хозяйственных работ. И смотрите, у нас новолуние приближается. В одних регионах это будет конец 30 апреля. Где-то будет на следующий день уже другая дата, 1 мая будет новолуние. Но в любом случае у нас начинается, смотрите, время Гекаты. И оно начинается 28 апреля. Поэтому технические работы хозяйственные занимаемся с нашими цветниками, готовим их к посадке. Ну и не забываем, что нужно отдохнуть. Отдохнуть нам, себе позволить подготовиться к очень серьезным и очень продуктивным дням, которые наступят уже в мае месяце. Надо будет очень много сделать. Так что, смотрите, у нас, напоминаю, 28-29 это время нахождения Луны в знаке Овен. Ну и завершит Луна месяц апрель нахождением в знаке Телец. Красивый знак, но это время не посевное и не посадочное. Вот так выглядит наш весь агрогороскоп на апрель месяц для цветоводов. Можете сделать скрин вот так вот. Видно всем, да? Сейчас еще немножечко вот так, таким образом. Все это вам поможет составить заранее планы свои и проводить вовремя агроприемы. Ну, а мы прощаемся с вами сегодня. Мира и добра вам. Всего самого доброго и до новых встреч на нашем канале.